ТТ Артизан 100 мм 2.8 Bubble Bokeh. Это воскресший, легендарный Meyer Optic триоплан. Что он может, спросите вы? А вот что. ТТ Артизан 100 мм 2.8 Bubble Bokeh во многом похож на своего прадедушку триоплан. Триоплан вышел 70 лет назад. Конечно, вы его можете сегодня найти и купить на вторичке, но нужно понимать, что, во-первых, это довольно редкий объектив, во-вторых, он ценится у коллекционеров, и вот из-за этих факторов цена может быть 400, 500, 600, 700 долларов, даже на объективы, которым 70-60 лет. То есть это довольно дорого. И поэтому в том числе выход подобного объектива, как ТТ Артизан 100 мм, он важен. Он позволяет большому количеству людей прикоснуться к настоящей классике. Объектив от ТТ Артизан имеет 100 мм фокусного расстояния, максимальную диафрагму 2.8, 13 лепестков диафрагмы. Сам объектив сделан исключительно из металла и стекла, весит 300 граммов, это довольно компактный объектив. Крепление у него М42, соответственно, вы его можете подключить на любую современную беззеркальную камеру с помощью соответствующего переходника. Дополнительно отмечу, что объектив исключительно мануальный, то есть диафрагму вы регулируете ручками с помощью соответствующего кольца на корпусе, фокусируетесь вы тоже своими руками, никаких электронных систем в этом объективе нет, соответственно, чипов в том числе, то есть информацию о съемке в камеру он не передает. Объектив примечателен именно своим боке. Яркие блики в кадре он превращает в интересные пузыри. Проще всего будет получить пузырчатый эффект, если снимать на фоне травы, на фоне листвы. Мне, когда этот объектив пришел, была в нашем районе зима, скажем так. То есть у нас был снег, никаких листьев, цветочков и так далее. И вот в таких условиях, конечно, пользоваться не очень весело этим объективом. Но когда все расцветает, когда появляется листва, тут, конечно, этот объектив проявляет себя во всей красе. В общем и целом мы получаем интересный объектив для творческих экспериментов за небольшие деньги. Правда, стоит сказать, что этот объектив не очень универсален, и для него все-таки нужно поискать сюжеты. Здесь все-таки возможности несколько ограничены, потому что 100 мм это довольно специфичное фокусное расстояние. Обычно оно используется в портретных объективах или в макрообъективах. Но что касается макро, то этот объектив не является макрообъективом далеко. Его минимальная дистанция фокусировки 90 сантиметров. Это очень много, и я несколько раз пытался поснимать какие-то макросюжеты, но это плохо получается с использованием этого объектива, потому что на макро он совершенно не рассчитан и не предназначен для подобной съемки. Также довольно странным моментом у этого объектива является разметка кольца диафрагмы и кольца фокусировки. Дело в том, что когда мы этот объектив подключаем к камере через переходник, то он встает неровно. То есть разметка кольца диафрагмы, разметка кольца фокусировки, она получается сбоку. Это можно исправить на переходнике. Переходники современные, они позволяют вам прокрутить этот объектив, зафиксировать его немного по-другому. Это, с одной стороны, решает, конечно, данную проблему, но с другой стороны, если вы подстроите переходник именно под этот объектив, то уже большинство других объективов под М42 у вас будут вставать криво на этом переходнике, придется опять его крутить, проворачивать и так далее. Тем более, если вы возьмете данный объектив от ТТ Артизан, подключите его к камере с резьбой М42, то там он уже встанет неровно и никак это уже будет не исправить, потому что, соответственно, там нет переходника, там невозможно прокрутить данный объектив каким-то другим образом. Мне непонятно, зачем это сделано. Я бы предположил, что, возможно, они настолько точно копировали старый объектив триоплан, что и этот момент тоже скопировали со старого объектива. Но на самом деле, если присмотреться к характеристикам старого триоплана, он все-таки в некоторых моментах отличается от данного объектива ТТ Артизан, и поэтому сказать, что это дань уважения какая-то старой оптики, я не могу. Поэтому этот момент все-таки можно было посмотреть повнимательнее и скорректировать. Мне кажется, это довольно просто сделать. Триоплан, вышедший 70 лет назад, несколько отличается, конечно, от данного ТТ Артизана. Во-первых, у триоплана было больше лепестков диафрагмы, 15 против 13 у ТТ Артизан. Но в остальном, конечно, ТТ Артизан смотрится современнее. У него есть мультипросветление линз, у него лучше чернение внутренних элементов, соответственно, он лучше работает в контровом свете.
Что касается работы в контровом свете, отдельно стоит отметить, что мне с этой точки зрения работа от этой артизан не очень сильно понравилась, потому что мне кажется, что все-таки засветок многовато, контраст падает довольно сильно, хоть потом это в редакторе и можно подтянуть, но, конечно, хотелось бы получить лучшую работу в контровом свете, особенно с учетом того, что именно при работе в контровом свете он себя лучше всего и проявляет. То есть вот эти кружочки, которые появляются, эти вот интересные бабл-буке, они именно чаще всего их можно поймать при работе в контровом свете. Поэтому с этой точки зрения, наверное, либо нужно использовать какую-то бленду, либо просто смириться с тем, что этот объектив все-таки не является идеальным с точки зрения оптики, наверное, от него это никто и не требовал. Кстати, такой момент, раз уж мы заговорили про триоплан, есть обновленная версия этого объектива, триоплан 100 мм 2.8 второй версии, опять же от Meyer Optic. Компания сама выпустила переиздание, скажем так, этого объектива в 2020 году. И в целом, наверное, по оптическим характеристикам он будет интереснее, чем ТТ Артизан. Но вот незадача, стоит он в районе 1000 евро. За мануальный объектив это несколько многовато, на мой взгляд. По итогу ТТ Артизан 100 мм f2.8 Bubble Bokeh это интересная альтернатива древнему, редкому, легендарному и при этом довольно дорогому Meyer Optic триоплан 100 мм 2.8. Объектив ТТ Артизан, он крайне специфичный и подойдет для узкого круга задач, но все-таки очень здорово, что этот объектив вышел и что он позволяет каждому прикоснуться к истории оптики без ощутимых финансовых потерь. И, пожалуй, это все, что я сегодня хотел сказать. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До скорых встреч, делайте правильный выбор.